Всем привет! Сегодня хочу поговорить с вами об индексе доллара. Я уже начал с вами эту беседу еще в телеграм-канале. И идея записать это видео сегодня возникла, потому что у Бенджамина Коуэна вышло аналогичное видео. И я бы хотел его видео дополнить относительно индекса доллара. Значит, я еще в прошлом году делал сценарий, прогноз основной на индекс доллара. Так, вам так не видно будет. Как бы показать-то лучше. Да, здесь не будет видно. Сейчас, секунду. Да, вот так будет лучше. Значит, вот такой я сценарий давал у себя в телеграм-канале еще в прошлом году на индекс доллара. То есть я там писал о том, что будет еще, скорее всего, заброс в район 108-110. То есть это отношение доллара, кто не знает, по отношению к другим валютам. То есть и по нему смотрится сила доллара. Туда входит 6, по-моему, валют в этот индекс и сравнивается, то есть именно, по сути, отношение всех валют к этому доллару. Да? То есть если показатель больше сотни, значит доллар стоит дороже, чем в совокупности все валюты, которые находятся в индексе. Если я не ошибаюсь. Секунду, дайте проверю. Да, я совершенно прав. То есть это средневзвешенное значение курса доллара США по отношению к корзине из 6 основных иностранных валют. Все верно. Значит, в последнее время индекс доллара очень сильно снижался. Да? То есть мы тогда, я говорил, что 108-110, вот достигли мы, чуть-чуть закололи 110, 110,17. И после чего я у себя тогда писал, что цели на 93-94. Значит, мы вышли из этого трендового канала сейчас здесь, и я сейчас объясню, почему это важно для криптовалюты. Вообще, очень часто в предыдущие бычьи рынки значит, была антикорреляция между криптовалютным рынком и индексом доллара. То есть, если индекс доллара снижался, обычно криптовалютный рынок поднимался. Давайте мы вспомним эту славную традицию, да, и как в былые времена, еще лет, не знаю сколько, лет 7 назад, смотрели на подобные вещи. Мы можем наложить биткоин, например, тоже включим логарифмическую шкалу, чтобы удобнее было смотреть. Ну, обратите внимание, да, когда индекс доллара снижался, у нас бычий рынок на битке обычно, то есть активная фаза, биток рос, и все было прекрасно, все было хорошо, да. И, в принципе, у нас вот эта коррекция по индексу доллара, она продолжается уже с сентября 2022 года. И буквально через несколько месяцев начался бычий рынок для битка, да, когда он с 15 тысяч долларов и дорастал до текущего момента. То есть все вот это, вот весь этот участок с точки зрения волновой теории является коррекционной структурой. То есть мы будем изучать конкретно движение рынков по данной модели. И прежде чем мы продолжим, если вы заметили, что я сегодня пурпурный, то ставьте лайк и оставьте свой комментарий об этом. Да? Наверняка уже оставили. Значит, у меня большая проблема с картой видеозахвата. Вот буду решать. Ну, пока что буду пурпурным, неизвестно еще сколько времени. И второй момент относительно волновой теории. В последнее время у меня в комментариях зачастились специалисты различного калибра, кто-то знающий, кто-то нет, которые им почему-то не нравится мой волновой анализ. И на будущее хочу всех попросить, кто хочет оставить что-то конкретное по волновой теории, да, желательно оставить в комментарии конкретно, что не так, да, со счетом. То есть, если есть какая-то ошибка, то нужно указать на эту ошибку. Ну, к примеру, да, там, вот, сказать, вот у тебя третья волна самая короткая. Или там, допустим, четвертая волна заходит на территорию волны номер 1 в условиях, если это не начальная или конечная диагональ. А вот там вот треугольник, там вот, например,
волна, не знаю, волна С идет глубже, чем начало волны А, чем конец волны А, например, да, то есть так тоже вот можно как бы такие вот моменты. То есть, пожалуйста, можете добавлять, можете писать, я могу оговориться, могу что-то не заметить, но в большинстве своем я вижу такие комментарии типа а-ля «волновая теория не работает». У меня тогда к вам встречный вопрос: а вы ее знаете, чтобы так судить? А вы ее применяли? Ну, если нет, то и не вам судить. А, Второй момент. Люди пишут: тоже мне волновой аналитик, и при этом не пишут никаких комментариев. Ну, во-первых, я сдал экзамены, ну, не все еще пока что, на получение Chartered Market Technician. Это сертифицированный технический аналитик CMT. И, в общем-то, первый экзамен я успешно сдал. Туда входила волновая теория, и сдал я ее на 100 баллов из 100. Ну, то есть, на секундочку, это очень серьезный, сложный экзамен. И вот сейчас вот был второй экзамен, я пока еще не знаю результатов, сдавал 2 недели назад, там тоже была волновая теория. То есть это статус, с которым берут в хедж-фонды, да, в качестве в банке, в банковскую сферу с техническим аналитиком. Вот поэтому, ну и с волновой теорией я уже давно дружу, и на «ты», уже много-много-много лет, поэтому не думаю, что в большинстве случаев вам меня учить. Но это не значит, что я могу не ошибиться, да, не могу ошибиться. Я могу ошибиться, тем более, когда в режиме реального времени что-то считаю, могу где-то не доглядеть, глаз может замылиться и так далее. То есть у меня нету там 7 пядей во лбу, там, звезд я не хватаю в этом плане. Ну, то есть короны у меня нет. Объективную критику всегда воспринимаю. Вот. Но просто на будущее давайте сами договоримся. А еще лучше, да, подпишитесь на мой телеграм-канал, там же вы можете подписаться, перейти в мой чат, да, бесплатный, уже не доктор, и там мы можем с вами конкретно дискуссию продолжить, да, и это будет очень конструктивно и полезно и для меня, и для вас. То есть мы сможем вместе, объединив усилия, если вы профессионал, да, и если вы где-то увидите какую-то точку зрения, и где-то ошибку в моем анализе, что вот там что-то не сходится, то там мы сможем с вами эту дискуссию продолжить, я с удовольствием ее поддержу. Все остальные комментаторы для меня кажутся, ну, мягко говоря, ну, это очень глупо выглядит, и вас очень не красит. И это относится к тем людям, которые, ну, прямо активизировались в последнее время, прямо атакуют меня со всех сторон, говорят, что вот я там идиот какой-то тупой, и вообще ничего не понимаю, не шарю. Ну, расскажите, о чем вы шарите тогда, да? Вот у меня возникает вопрос, что конкретно, в чем ваши заслуги, и почему у вас такая реакция? Она возникла потому, что вы реально где-то вы увидели ошибки в моем анализе? Или потому, что вы психологически сейчас перенапряжены из-за того, что находитесь в какой-то позиции, которая противоречит моему прогнозу, и, соответственно, мой прогноз вас сильно расстраивает, и поэтому вы не можете совладать со своими эмоциями и пишете мне гадости. Вот я склоняюсь все-таки, конечно, ко второму варианту, хотя не исключаю, что действительно могу ошибаться. Поэтому, ну, когда вот вы пишете без аргументов в комментариях, я приветствую это. Но такая вот ремарочка, давайте за конструктив. Я за конструктив исключительно. И если я где-то ошибаюсь, то с удовольствием об этом дальше исправлюсь. Да, и если вы мне поможете на это ну, то есть укажете, разобраться с этим, я буду вам даже благодарен. И упомяну вас в видео. Вот. Значит, волновая, и хочу еще раз сделать отметку. Вот, кстати, комментаторов очень много, специалистов, да, но, к примеру, каждый раз, когда я выпускаю какие-то серьезные обучающие видеоматериалы на этом канале, а я не так, чтобы много их выпускаю, вот позапрошлое видео, очень серьезный видеоурок. Один из уроков решил опубликовать бесплатно, тот, который в приватной группе в моем курсе доступен. И здесь именно относится к субъективному графическому анализу, куда входит в том числе волновая теория. Вот посмотрите на количество просмотров. 1100. Да? 1100 просмотров за 2 дня, ну, в разы меньше, чем все остальное. То есть 2-3 раза меньше, как минимум, чем остальные просмотры. И это еще, кстати, много набрало. Знаете почему? Потому что я разрекламировал этот выпуск еще у себя в телеграм-канале и сказал, что это часть платного курса. Вот, поэтому еще и внимания больше. А так обычно,
знаете, публикуешь, когда какую-то ценную информацию для технических аналитиков, делишься опытом, знаниями, некоторыми секретиками, потому что в этом видео есть полно информации, которую вы нигде на Ютубе не найдете. То есть это прямо, ну, очень глубокий, тонкий подход и даже неудобная правда относительно технического анализа и волновой теории. Вот и никому, знаете, интереснее гадости какие-то в комментариях написать, а учиться нет, никто не хочет. Такая вот суровая правда жизни. Так вот, по поводу волновой теории. Значит, особо рьяным аналитикам, которым не нравится какой-то счет волн, который я где-то указываю. Значит, я использую как минимум два сценария. Это минимум, самый минимум сценарий, который я использую, варианта счета волн. Да? То есть нужно понимать, что посчитать волны можно очень в некоторых случаях большим количеством способов. Достаточно редко, когда там явная картина, где вот прям вот однозначно один сценарий и все. Это крайне редко случается. Обычно это как минимум два сценария, которые нужно взять себе как основной один и один запасной. Да, потому что это всегда вариативность некоторая. То есть ты примерно можешь понять, как скорее всего пойдет рынок, но ты должен сразу заранее тоже себе запланировать, что ты будешь делать, если что-то пойдет не по плану. Вот. А порой даже я беру и 3 сценария, и 4 сценария. Вот как в прошлом видео, например, я дал вариант, еще один из вариантов развития цен по волновой теории для биткоина. Ну, такая специфика метода этого. Это очень субъективный метод, очень вариативный. И в некоторых ситуациях у 3 разных волновиков будет 3 разных волновые раскладки. И именно поэтому волновая теория сама по себе не может быть применена в техническом анализе. Она обязательно должна, как и любая другая методика, тем более субъективная, обязательно должна сопровождаться с некоторыми подтверждениями. Будь то подтверждения индикаторные, уровни плоские, трендовые линии, трендовые каналы, осцилляторные подтверждения, различного рода сигналы оттуда же, да, какие-то расхождения бычьи, медвежьи, какие-то пробои, паттерны классические, то есть смотрится на трендовые линии, смотрится на отношения по Фибоначчи одних волн к другим, то есть все это сверяется, смотрится, чтобы правила не нарушались. То есть все это используется в комплексе. И к чему я клоню? Даже мысль потерял. К тому, что вот сама по себе волновая теория, она слабо применима, и вы, поженившись на каком-то сценарии, в который вы влюбились, да, то есть вы как-то посчитали волны один раз, и вот вы себе в голову забили такой вот, да, сценарий, и дальше у вас уже идет, так сказать, confirmation bias, да, по-английски. Это предрассудок подтверждения или когнитивное искажение подтверждения. Или, так, да, можно перевести. Когда вы ищете все, что угодно, что будет подтверждать вашу идею. И от этого часто страдают, в особенности новички в трейдинге и в инвестициях. Да, и даже профессионалы иногда этим грешат, да, поэтому нужно себя часто прямо останавливать, хватать себя за шкирку и об этом думать постоянно. Да, а не подвержен ли я каким-нибудь когнитивным искажениям в данный момент, не слишком ли велик размер моей позиции, не слишком ли я сильно рискую и так далее. Чтобы не было вот этих вот моментов. Поэтому, когда вы мне пишете, что вот мой счет волн неправильный, при этом правил никаких в счете не нарушено, и я предоставляю лишь варианты, а эти видео, они не только вот прогностические, но и обучающие на моем канале. То есть я обучаю людей, чтобы и аналитики, наверняка есть такие люди и среди вас, которые приходят, сами прекрасно свой анализ умеют проводить, но иногда интересно посмотреть, что там скажет другой аналитик, да, для того, чтобы, может быть, как-то что-то упустил, да, человек. Я и сам иногда смотрю, вот, например, Бенджамина Коуэна. Человек специализируется по большей части в объективном анализе, в сторону которого я тоже двигаюсь в последнее время достаточно активно. И поэтому, да, почему нет? Не дополнять это все. И вот для этих целей создается этот контент в первую очередь, чтобы помочь вам. И в принципе, я даже сам, пересматривая собственные видео, бывает, выявляю какие-то вещи, которые там упускал при первом просмотре. То есть обычно, когда я видео записываю, я как раз вот смотрю на график в режиме реального времени и с вами все это анализирую.
Вот. Так, в общем-то, комментаторы, которые часто встречаются, которые женятся на каком-то одном сценарии, и вот любой другой сценарий, который, на их взгляд, м, выглядит иначе, чем нежели их сценарий, да, то есть, но при этом правил не нарушает, для них считается неправильным. Нет, ребята, волновая теория так не работает. Я вам также даже больше скажу. С помощью волновой теории я могу описать для вас вообще абсолютно любое движение. Абсолютно любое могу натянуть. То есть, да, есть в волновой теории определенная красота, как и в математике, да, которая, ну, ты чувствуешь это на уровне человеческих чувств, что что-то красиво, а что-то некрасиво, да, и также и в волновой теории. Есть красивые структуры, и есть что-то такое, знаете, натянутое на глобус, что-то такое прямо, ну, искаженное сильно. Хотя и такие вещи бывают. Ну вот и только так, на уровне интуиции можно эффективно применять волновую теорию. Ну, то есть примерно уже насмотренность получив, годы работы с определенными рынками, которые для вас знакомы, уже примерно понимаете, какой у них характер. И тогда уже на уровне интуиции и вот понимания красоты, и насколько часто на том конкретном рынке, какие структуры и как они выглядят, и какие там отношения, тогда уже можно судить о том, какой все-таки более вероятен сценарий. Но опять же, это приходит с опытом. И то, это тоже, опять же, требует все сильного подтверждения, глубокого анализа со стороны других методов. Вот, поэтому для меня, еще раз, является очень странным, когда человек мне пишет в комментариях, что волновой анализ какой-то вот у меня, который правил не нарушает, он какой-то неправильный. Ну, во-первых, я рассказываю на этом канале множество различных сценариев, и если они согласуются между собой, то, объединив их в одну картину, крупную, еще с другими методами анализа, уже можно какие-то ответы получить, да, какую-то информацию, что-то можно как-то, что-то из этого взять полезное. И как-то склонить чашу весов, да, в свою пользу. Вот, поэтому вот часто встречаю вот таких ребят, в особенности это встречается у новоиспеченных волновиков, которые вот там только недавно волновую теорию освоили, и им кажется, что вот все вокруг очевидно. Ребят, поторгуйте немножко подольше, и тогда вы увидите, что у вас очевидно, 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 а потом вы попадете в ловушку, которая по итогу вас приведет к ликвидации вашего депозита. И потом для вас как-то немножко откроется вселенная. И бывает, с первого раза так не помогает. Бывает, нужно несколько раз пройти через такие подобные одинаковые ошибки для того, чтобы осознать, что нет ничего однозначного. И даже бывают аномальные движения встречаются, и аномальные выбросы, и бывают даже нарушения структуры волновой. Можно только так там наиболее рационально объяснить некоторые участки. Но это редко встречается, но тем не менее. Вот, поэтому вот давайте вот не будем. Вот. Извините за такую длинную ремарку, но чувствую, что придется в следующие где-то полгода, или, по крайней мере, пока тяжелое такое время для многих, да, на криптовалютном рынке, эмоции слишком высокие, наверное, придется чуть ли не каждое видео проводить такой ликбез и ставить некоторых из вас, которые считают, что имеют право какие-то гадости писать в комментарии, на место. Потому что, ну, я не считаю, что у вас такое право имеется. Если вам что-то не нравится, я вас, конечно же, тут не держу. А тем, кому нравится, надеюсь, что такие рассуждения вслух, да, помогут вам в будущем, если вы там изучаете волновую теорию, в том числе. Она завораживает, в особенности в первое время. Не полагайтесь, не кладите слишком много всего на одну лишь волновую теорию. Не нужно на нее на 100% полагаться. Для того, чтобы посмотреть на картину рынка в целом, замечательная ситуация. Вот. Теперь, спустя вот такую вот огромную длинную ремарку, давайте воспользуемся коэновским порталом и посмотрим на степень корреляции по Спирману между индексом доллара и биткоином. Проще говоря, этот показатель демонстрирует, насколько согласовано движение между одним показателем и другим показателем. Если мы видим, значит, значение это может быть от -1 до +1. Если -1, то идеально антикоррелированы между собой два актива, которые сравниваются. И это значит, что если один растет, значит другой будет падать на одинаковую величину в одно и то же время с одинаковой волатильностью.
Ну, это если упрощенно объяснять. Если положительно коррелированы, то прям движение будет один в один, одинаково два актива будут двигаться. Да? И если ноль, то это значит, что нет практически, ну, точнее, нет никакой взаимосвязи между движениями двумя активов. И это нам полезно посмотреть на корреляцию между биткоином и индексом доллара. Да? И мы видим, что она тут составляет 1/100. То есть практически нет никакой взаимосвязи. По крайней мере, на годовом отрезке, на 60-дневном отрезке, да, то есть есть легкая отрицательная корреляция. Ну, это, видимо, связано с тем, что вот и на таком на годовом отрезке, получается, мы видим практически отсутствие корреляции из-за того, что у нас вот была на индексе доллара вот такая вот коррекция, да, в рамках коррекции, да, то есть у нас здесь, скорее всего, трехволновая структура движется, вот, и поэтому, видимо, такой показатель был, раскоррелировался. А так вообще часто мы видели отрицательную корреляцию. Во всяком случае, если взять более короткий отрезок времени, как вот мы сейчас с вами посмотрели, то, конечно, корреляция все-таки отрицательная идет. То есть если мы 30 дней возьмем, то здесь вообще, да, 0,37, 60 дней, тоже 0,37, 90 дней, даже минус 41, отлично, да, минус 0,38, супер. То есть мы видим, что в последнее время есть некоторая отрицательная корреляция. То есть если индекс доллара снижается, то биткоин обычно либо, судя по всему, либо стоит на месте, либо повышается. Ну, также это, опять же, мы можем сравнить, если, опять же, наложим биткоин. Сверху у нас здесь добавим. И давайте посмотрим, что у нас здесь происходило в последнее время. Да? То есть, ну, действительно, мы видели некоторое снижение индекса доллара, ну, точнее, не некоторое, а одно из рекордных снижений, очень быстрое. Потом индекс доллара у нас немножечко, здесь даже была некоторая положительная корреляция, по всей видимости, да, то есть начал расти слабенько, но при этом вырос биткоин. Сейчас биткоин флетит, а индекс доллара снижается, да, то есть показывает отсутствие некоторой корреляции по большей части. Ну, именно в этих участках. Поэтому, да, минус 0,37, минус 0,4, минус 0,41, не бог весь какая высокая степень отрицательной корреляции, да, но хоть что-то. Это нам подсказывает, что если сейчас индекс доллара развернется, то с высокой долей вероятности биткоин пойдет вниз. Либо будет флетить. Если корреляция будет стремиться к нулю, или если отрицательная, такая невысокая отрицательная будет корреляция, то все-таки больше снижаться, чем повышаться. То есть картина будет диаметрально противоположна. Почему есть признаки того, что у нас сейчас индекс доллара может начать снижаться? Давайте ответим на этот простой вопрос. Банальное отношение, да, отношение волн друг к другу. То есть если у нас здесь тройка, да, то вероятнее всего структура ABC, вот, которая здесь образовалась, трехволновая, да, и А и Б в ней пятиволновые, они обычно равны. И поэтому еще тогда я говорил о возможном равенстве. И, в общем-то, равенство у нас будет достигнуто в районе... Там я писал, что 93-94 тогда еще в конце прошлого года, но, видимо, как-то не так отмерил. Может быть, не оттуда отмерял, не знаю. Не помню. Видимо, чуть-чуть не точно взял участки. Да? Сейчас он, в принципе, показывает в район равенства, в район 95. То есть индекс доллара 95 примерно. Тогда будет вот равенство. Это будет достаточно сильным уровнем поддержки. Плюс еще здесь у нас есть горизонтальный уровень некоторые. Да, вы видели вот здесь вот последнюю реакцию более-менее 94,5, 95. Ну, я вообще выделил бы, да, вот эту вот область, вот здесь вот, как вообще вот от 95 и до 89, как зону поддержки. У нас здесь есть трендовый канал, из которого мы сейчас выходим. И здесь я с Коуэном согласен, что это не означает, что сейчас здесь будет прорыв вниз и обвальный, прям отвесное падение вниз для индекса доллара. Скорее всего нет, потому что этот трендовый канал относится к третьей волне. То есть это трендовый канал третьей волны, по сути. Его вообще можно было бы вот так провести. Так даже было бы правильнее.
по второй и четвертой его волне, да, то есть по донышкам. Вот так будет правильнее его провести по правилам волновой теории. Вот. Вот идеальный трендовый канал. Вот идеально. Здесь совпадают все вершиночки. Вот согласно такому трендовому каналу мы даже, в принципе, из него еще и не вышли. Выходит, да? Выходит, что прямо где-то здесь, и с учетом равенства, да, того, что мы приближаемся уже к равенству, очень высока вероятность того, что индекс доллара начнет расти. И учитывая показатели корреляции между индексом доллара и биткоином конкретно, да, можем еще крипто посмотреть, но это надо с тоталом будет сверять. Можем на другое видео отнести. С учетом этих моментов есть большая вероятность того, что вершина рынка либо уже была поставлена, да, как мы с вами разбирали в прошлых видео по битку, либо жить этому бычьему рынку для биткоина, по крайней мере, осталось недолго. Вот такие вот интересные выводы. Какими могут быть подтверждения того, что индекс доллара начнет разворачиваться? Ну, как я уже упоминал выше, нам нужно посмотреть на показатели осцилляторов. Значит, осцилляторы показывают... А мы сейчас посмотрим. Некоторые из них показывают уже, скажем так, перепроданность, и некоторые сигналы подают. Ну, например, DXY, да, индекс, да, достиг своих достаточно низких отметок. На этих значениях за последнее время, за последние там, с 2017 года, почти 10 лет, да, 8 лет, он бывал буквально раз, два, три, четыре, это пятый раз. То есть 30%, а до этого был последний раз вообще в 2011 году, примерно на этих значениях. Что же происходило, когда он достигал этих значений? Да? То есть обычно DXY находил свое донышко, да, обратите внимание. Сейчас я подключаю здесь, чтобы вам лучше было видно. Ну вот, да, вот донышко, 30%. Вот, пожалуйста, сопоставляйте. Вот тоже. Ну, хотя это была промежуточная впадина. Вот, ну вот, пожалуйста, вот раз. Но здесь вот, кстати, была бычья дивергенция. Здесь еще немножко донышко обновил, но уже потом по итогу пошел обновлять вершинки. Вот еще, да, здесь тоже через бычью дивергенцию развернулся. Здесь у нас есть сейчас потенциально, может возникнуть бычья дивергенция. Обратите внимание на вот эту вот впадину, да, которая здесь на RSI образовалась и на DXY. И вот сейчас более глубокая впадина на DXY и здесь менее глубокая на RSI. Тем не менее, значит, это уже можно считать бычьей дивергенцией в зачатке, да, потому что обе впадины, они были в перепроданной зоне для этого осциллятора. И сейчас из этой перепроданной зоны вторая впадина, которая выше первой, она вернулась в нейтральную зону. Это уже первый намек. То есть у нас слабая, но есть бычья дивергенция на недельном таймфрейме для DXY. Другие осцилляторы, единственное, что еще нет каких-то явных таких бычьих дивергенций на других особых осцилляторах. Во всяком случае, MACD не показывает, Momentum не показывает, хотя демонстрирует некоторую перепроданность. Индикатор направленного движения показал дивергенции тоже бычьи, что, в принципе, ну, слабость, по крайней мере, медвежьего тренда. Что здесь еще нужно ждать в качестве подтверждения? То есть есть некоторые подтверждения, не самые лучшие, но есть некоторые подтверждения. В первую очередь из тех осцилляторов, которые сейчас увидел, это RSI. Какие-то другие осцилляторы специально искать дополнительных подтверждений, чтобы подтвердить свою правоту, это неверно, да, искать. Нужно стараться пользоваться тем, что ты используешь чаще всего. Когда ты там начинаешь 1000 индикаторов добавлять себе, это уже не добавляет качества твоему анализу. Что здесь еще можно сделать? Так как мы знаем, что последняя волна C, скорее всего, будет пятиволновая, скорее всего, она будет двигаться в рамках какого-то трендового канала. По крайней мере, трендовую линию надо проводить уже. И здесь мы уже видим, что была попытка выхода из этого нисходящего тренда, но она пока еще не состоялась. Вот. Тем не менее, мы можем выделить уровень 101-102, и его пробой будет сигнализировать о дальнейшем повышении DXY. То есть это будет первый такой массивный сигнал на разворот. И, соответственно, медвежий сигнал для биткоина. И для криптовалютного рынка тоже в целом. Очень даже вероятно.
Вот, пока этого не произошло, мы можем лишь только быть настороже. Нужно понимать, что уже подходим мы к критическим отметкам. Во всяком случае, вот этот трендовый канал уже был вот протестирован, да, вот здесь, в этой точечке. Что может послужить и цели, да, по волне С почти выполнены. То есть не 95, конечно, но 96,3. Ну, почти, да. Может быть, все-таки как-то заколоть было бы неплохо. Хотя бы на 95, 95,5 сходить было бы неплохо. Но уже где-то рядом, поэтому есть великие шансы. И с учетом того, что мы видим на графике биткоина, слабости, дивергенции медвежьих, полноты эллиотовских структур, а, в общем-то, можно... Это дополнительный повод насторожиться. Дополнительный. Вот такие дела, ребят. Такая вот история. Цели... то есть, вероятно, все-таки цель будет основная на 121, да, по DXY. На это указывает, во-первых, этот уровень сопротивления, обозначенный этой вот вершиной. А плюс, ну, там некоторые отношения можем посмотреть. Гипотетически, да, предположить, где они там могут находиться. Во-первых, там равенство первых волн при растянутых, первых и пятых волн при растянутых третьих. Да. Если мы на 95 остановимся, то у нас будет равенство будет на 120, то есть указывает на этот уровень. И еще можно посмотреть, если это все-таки первая, третья волна, и если четвертая все-таки остановится на 95,5, да, то вот 0,618 указывает тоже на 0,5 указывает на 121, 0,16, 618 указывает на 128, на 0,382 на 114. Ну, 114 можно, кстати, тоже пожирнее выделить, потому что он совпадает с концом волны 3. Так что можно здесь пожирнее чуть поставить уровень сопротивления. Вот такая вот история с DXY. И это еще ответ на вопрос, стоит ли держать доллар. Да, если DXY будет разворачиваться, то имеет резон вот валюты из перечисленных, да, в корзине. У нас тут получается канадский доллар, евро, японская иена, британский фунт, шведская крона, швейцарский франк. Если вы держите одну из этих валют у себя, из этого перечня холдите где-то, не знаю, депозиты держите, ну, евро в первую очередь. Конечно, их нужно доллар и эти валюты сравнивать друг с другом, конкретно, а не через DXY, да. Но, тем не менее, все-таки потенциальный разворот DXY придает силы, то есть придает больше очков для хранения капиталов именно в долларе на ближайшее время, на ближайшие годы. Вот. Надо, конечно, все подтвердить еще отдельным анализом конкретно к той валюте, которую вы там у себя держите, да, вот. Но потому что там может не обязательно, да, что доллар обгонит ее. Но, тем не менее, повод как бы все-таки больше предпочтения отдать доллару. Так что вот таких вот двух зайцев сегодня попытались убить, да, точнее 3. Во-первых, хейтеров, во-вторых, в чем хранить деньги на ближайшие годы, если фиат, да, рассматривать, и, соответственно, биткоин. Да, как цена может измениться биткоина ввиду возможного разворота индекса доллара. Вот, надеюсь, это видео было для вас полезным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, жмите на колокол, чтобы новые видосы не пропускать. Я вам всем желаю жирного профита. Увидимся.